Понимаешь, месяц назад нашего господина Топлеса вышло видео, понимаешь, видео вышло про Млечный Путь, понимаешь? А мы с тобой не смотрели, а ведь он красивый, он умный, он там рассказывает интересные вещи. Топлес, здравствуй, дружище, мы тебя пришли смотреть. Ссылочку, как всегда, оставил внизу в описании. Вот смотри, вот наш телеграм-канал Hard Insight, можешь зайти, чтобы не пропускать стримы, ролики, разные развлекушки, там, покатушки, короче, все туда давай. Так, ну а мы начинаем смотреть. Ай, ну, как говорится, давай, спасибо за лайк и проверю. Оп, поставил колокольчик, все прожал. Поехали, по колокольчику проверь. Еще для тех, кто хочет видеть эксклюзивный контент Алексея, для вас он завел аккаунт на Бусти. Ну и для себя, в принципе, тоже, да. Если вы хотите поддержать своего любимого деду, вы можете оформить там подписку за 100 рублей. И тем самым вы будете видеть первыми эксклюзивный контент и другие крутые инсайды. Первая ссылка в описании. Мне всегда залипать. Прежде чем начать выпуск о звездах, я вынужден вас спросить вот о чем. Куда катит дерьмо жук-навозник? Да, я серьезно, такой вопрос. Ну, точнее... Блять, а куда? Как он понимает, куда ему... Наверное, домой, в норку. Куда? Его катить. Во-первых, шар из дерьма больше, чем сам жук. И Хрена себе говношар. явно загораживает ему дорогу. Во-вторых, он катит его задом наперед. То есть он вообще на дорогу не смотрит. Как вы думаете, как же жук ориентируется? Да, это сложный вопрос, я понимаю, но я вам помогу. Жук не смотрит себе под ноги. Он не смотрит на дорожные знаки. Тоже, да, нет? Он ориентируется по небу. Эксперименты показали, что жуки могут катить свой драгоценный шар по прямой только в безлунную ночь, когда на небе видны звезды. Чтобы это проверить, жуков привезли в планетарий, где они каждый раз синхронизировали направление движения с одним очень заметным объектом на небе. И когда этот объект поворачивали на куполе, Чего, жуки на звезды ориентируются? жуки тоже меняли свое направление. Но что это за объект? Кого? Догадались, о чем я? Да, речь идет про Млечный Путь. Но что вообще представляет из себя эта полоса на небе? Это вид на нашу галактику изнутри. Плотный пояс из тусклого белого света, где несколько витков спирали наложились друг на друга. В северном полушарии летом мы видим жирный, насыщенный звездами центр галактики. А к зиме планета поворачивается, мы видим лишь тонкие окраины, поэтому нам кажется, что Млечный Путь видно только летом, хотя это не так. Зимой его тоже видно, просто он более тусклый. логично. Это небесное явление из-за своей вытянутой Это, наверное, формы больше у весной всех даже. народов вызывало одну и ту же ассоциацию. Это либо дорога, либо поток. Ирландцы называли его путем белой коровы. Арабы – Ай-Маджара – это колея, по которой что-то тащат. У финнов – это птичий путь. В Китае – небесная река. А у индейцев Чироки – дорожка кукурузной муки, которую украла и рассыпала собака. А у наших киноделов это дорожка ангельской пыли, после которой они делают прекрасные фильмы. Бан нахуй! А у нас, у славян, его называли Божьим путем, заячьей тропинкой или даже Батыевой дорогой. Чего? Какой тропинкой? Казалось, что ли? У нас, у славян, его называли Божьим путем, заячьей тропинкой или даже Опять про тебя что-то говорят. Батыевой дорогой. Пожалуйста. Но при чем тут хан Батый? А при том, что полоса звезд протянулась с юго-востока на северо-запад, как раз в том направлении, по которому татаро-монгольское войско во главе с ханом Батыем, как жук-навозник, катило бочку на Русь. И, наконец, название, которое мы используем сейчас, пришло к нам от греков. Да, они видели в небе молоко кормящей женщины. Чего вы, блядь, И? вы чё курили там все? Какое нахер молоко кормящее? Блядь, ты представляешь, сидят греки, древние, да, там, сидят такие, говорят, блядь, а чё, говорит, на небе? Вот голову, представляешь, на звезды поднимают, говорят, так это ж молоко женщины. Второй такой, братишка, кормящий женщины. Все такие, блядь, точно, ёпта, все греки говорят, точно. Как это работает? Какое молоко, какой женщины? Снова виноват Зевс, да. Потому что опять Зевс. не удержал своего дружка в штанах. Удивительно, но огромное количество объектов в космосе названо в честь сексуальных похождений Зевса. И даже сама галактика. Греки думали так. Зевс подсунул спящей жене Гере своего сына от другой женщины, Геракла. Покорми, мол, его.
А когда Гера проснулась, она оттолкнула чужого ребенка, и брызги молока пролились на небо, образовав молочный путь. Ну, или млечный по церковнославянскому. Почему я начал выпуск именно с Млечного Чего? пути? Потому что это светящаяся полоса Ты наркоман, объединяет что ли? сразу северное и южное небо. Да. Ее видели во все времена все народы во всех полушариях. От чукчей и инуитов в Арктике до племени маори в Новой Зеландии. Это буквально мостик, который связывает оба наших выпуска. В прошлый раз мы рассказывали о северном полушарии Ой. и о его героях. Те, кто Кто не смотрел, да, можете посмотреть. пропустил, для полного погружения обязательно посмотрите первую часть. Но это была лишь половина истории. Сегодня вас ждут другие звезды и другие легенды. Сегодня вас ждут истории из южного полушария. Сейчас вы узнаете, Посмотрим, почему что там в будет. неделе 7 дней и почему в этом виноват космос, каких инопланетян видели на Венере и Нептуне, и почему в этом виноват космос, каких инопланетян видели Да блядь! Да как это возможно? Подожди-ка. Так ты с Луны, что ли? Лунтик, блядь. Пожалуйста. 25-м кадром. Думал, я тебя не увижу, не поймаю, да? инопланетян видели на Венере и Нептуне? Почему Солнечная система — это бордель Зевса? Почему в Австралии рисунок дорог повторяет рисунок созвездия, а небо на юге крутится в одну сторону, а на севере — в другую? Можно ли назвать астероид в честь своего пса? Что общего между лодкой аборигенов и Аполлоном-11? И что на звездной карте делает Халк? Халк, блядь. Do you wanna feel what I feel? Что-нибудь новое придумали. Как астрономы открывают новые звезды и их планеты? Ну, глядя в телескоп. Да. Правда, не в такой, конечно. А вот такой и даже такой. Эти гиганты делают Хера снимки себе неба, телескоп. а астрономы потом смотрят, какие точки изменили свою яркость. Такой анализ позволяет найти звезду, сверхновую, астероид и даже гамма-всплеск. Как думаете, одинаковые ли навыки нужны для поиска экзопланет и анализа в бизнесе? Одни и те же, да. И, скорее всего, эти навыки уже можно разглядеть у себя. Если вы быстро определяете, кто мафия, а кто мирный житель, для вас везде существует связь. Вы очень вдумчиво и вкратчиво решаете любую задачу. забыл, как фильм называется. Возможно, профессия аналитик для вас. Я знаю, что у многих из вас основная работа Ага! Я тебя раскусил. О, поехали. Ты Если вы смотрели на светлом или Млечный темном путь пути? чуть внимательней, чем жук-навозник, то наверняка заметили, что он состоит не только из молочных разводов, но и из обширных облаков тьмы. И их можно заметить даже без телескопов. И это не пустота, а Бля, сколько разного говна на небе. Господи, блядь. Млечный путь. Там миллиард этих всяких, блядь, этих систем. В каждой системе эти, блядь, планеты. Где-то миллиард спутников. Господи, сколько разной хуйни на небе, блядь. И все смотрят в этот телескоп. Говорит, там же, говорит, миллиарды этих, блядь, планет. Их не сосчитать, их, говорит, бесконечно вселенная. Но все-таки, как вы считаете, господа ученые, есть ли разумная где-нибудь жизнь? Да нет, конечно, нет. Да нет, мы едины, блядь, во вселенной. Да, конечно, едины, да. И сверху такие сидят, блядь, в этих своих шаттлах, в этих черных рыцарях, блядь, Дарт Вейдеры такие, говорят, да, пацаны, да, вы едины, да. Да, а это что, говорит, зависло? Это просто, да, вырубай камеру, давай, включай 144, Сережа, поехали. туманности из облаков пыли и холодного газа массой до несколько миллионов солнц. А темные они, потому что заслоняют собой свет от нашей галактики. Для отдельных народов эти участки были важнее ярких звезд. Некоторые даже складывали из них особые темные созвездия. Например, для инков Млечный Путь был небесной рекой, а темные туманности — животными, которые пришли на водопой и закрыли собой ее свет. Вот, например, лиса с красными глазами. Похоже Лиса? Лиса, блядь! А я думал, сова. Дайте я хоть с вами, чтоб на одной волне. же, да? Как Но так-то? глаза — это даже не звезды, а туманности. Инки об этом не знали. Так что блядь, продолжим лиса, смотреть на сука. небо их глазами. И здесь они видели, как шею вытягивает лама, а две яркие звезды, Какая Альфа и нахуй Бета-Центавра, лама? это ее глаза. Снизу к ней присосался малыш лама и пьет молоко.
Впереди ползет гигантский змей Мочекуай. Птица Тинаму охотится на жабу, а это пастух. Отгоняет ту самую лисицу с красными глазами, чтобы защитить лам. По странному совпадению, между небесными и земными животными Что? были некоторые сходства. Например, змей Мочекуай появлялся на втираешь столице какую-то империи дичь. Куско в августе, а уходил в феврале. И именно в этот период змеи на Земле были наиболее активны. Инки видели в этом сходство и делали подношения змею Мочекуай на небе, чтобы их не кусали змеи на Земле. Они еще не знали, что животные на небесах двигаются из-за вращения планеты, и что между А вы знаете, что змеи выше колена никогда не кусают? Так что, если ваш друг попросит вам, чтобы вы ему отсосали яд выше колена, знаете, что ему скажете? Ну давай, залезай сюда. Пошел ты, грязный, вы поняли, да? Пригодится в жизни. животными на небесах и животными на Земле нет никакой связи. А потому и считали, что это божества сверху диктуют им, что и когда делать по хозяйству. Получается, созвездия для них были одновременно объектом почитания и календарем. И это далеко не единичный случай. В 1000 километрах от инков другие народы тоже наблюдали за темными созвездиями. Австралийские аборигены. Но они видели уже в этих темных созвездиях то, что было близко им, их народу. В темных туманностях они разглядели злую птицу Эму по имени Чингао, которая ела людей и держала в страхе всю округу. Но что самое удивительное, на Ела месте людей. желудка этой птицы находится центр нашей галактики, а внутри него скрыта сверхмассивная черная дыра, медленно пожирающая все вокруг. Так что древние австралийцы, что? Да, были на удивление догадливы. Эта космическая птица и правда очень прожорлива. А вот самих аборигенов прожорливыми точно не назовешь. Если кто-то не знает, то вот такая часть Австралии покрыта Недавно целая передача была про то, как в 21 веке, век высоких технологий, куда-то там в Амазоночку поехали изучать, да. 7, что ли, их человек, да, по-моему, было? Какую-то там народность, которая раньше вот была каннибалами, да, сейчас нет. Никого не нашли. Они туда просто дошли, последний сигнал был оттуда. Когда нашли этих товарищей, они говорят, никого, говорит, не было. Никого. Экспедиции не было. пустынями и полупустынями. Аборигены Австралии жили в очень голодных условиях. Поэтому особое значение для них имело созвездие с ничтожным названием – термит. Когда это созвездие по вечерам начинало восходить на севере, у термитов наступал сезон размножения. Эти насекомые были главным источником белка в голодные месяцы, а небесный термит давал сигнал, что скоро появится еда. И, наконец, звезды помогали аборигенам ориентироваться Про источник белка, надеюсь, не попросите пошутить? на местность, но по-особому. Они не умели чертить карты на Земле, поэтому чертили их на небе. Чтобы запоминать маршруты, аборигены находили похожие на них узоры из звезд. Вот, например, дорога из местечка Гудога к важнейшему празднику семян. А вот дорожка от бета-стрельца до гаммы-жертвенника, которая помогает ее запомнить. А звезды между ними обозначают... Ксения говорит, шути. Ксюша, а знаешь, что в основном у девушек является главным источником белка? Дам несколько вариантов ответа. Это мясо, это термиты, это вареные яйца или секретный 4-й ответ, который я не скажу. развилки или привалы, где можно пополнить воду. И по этим же дорогам аборигены водили первых колонистов из Европы. Потом на месте привалов возникли первые города. А сеть автодорог между ними до сих пор повторяет рисунки звезд с древних карт аборигенов. Для австралийцев Термиты? 100% термит. Я согласен полностью. Термиты, да, все верно. звезды Конечно, были кого навигатором, о чем по которому они находили вообще все. Пищу, воду, дорогу. Но к востоку от Австралии жили полинезийцы, которые, возможно, были самыми безумными путешественниками в истории. Ну, хотя, если они на островах, имеет место быть. Представьте, что вы полинезиец, Так, обитатель одного из 1000 островов в Тихом океане. Знаю, да, это сложно представить, ведь этот человек выглядел вот так или вот так. Ну, в общем, вы полинезийцы, и вы решили поплыть на остров в сотни километрах от вас. Из навигационных инструментов у вас вообще нет ничего, потому что на дворе 1500 год до нашей эры. В распоряжении у вас есть только лодка
И все, маленькая кроха. Как не потеряться? Думаю, вы уже, наверное, догадались. Да, По посмотреть на звездам, звезды. Полинезийцы придумали звездный компас. Они мысленно делили горизонт вокруг себя на сектора, где восходит или заходит определенные звезды. Видели, например, где встает звезда Денеб, и понимали, что там северо-восток. Моряки должны были запомнить положение 220 звезд в разное время года, а еще всегда держать в уме, откуда они отплыли, несмотря на все шторма и ветра. Но вы можете сказать, а чем это отличается от других моряков? Здрасте, навигатор, Ведь они блядь. все по звездам плавали. Фишка в том, что звездный компас не имеет физических аналогов. Полинезийцы не знали математики. Да, я, кстати, Они не рисовали карт. один тоже сейчас подумал, да, Медведь? Прекрасное превью, да, будет с полинезийцем. Они держали все Согласен. эти массивы данных у себя в голове и Так и перенимали у запишем. своих предков. Все это нужно было помнить. Мне еще нравится, что, по мнению ученых, полинезийцы разбрелись по океану Вот это. площадью 40 миллионов Поставить километров просто из-за любопытства. Просто, а вдруг на соседнем острове кокосы вкусней? Погнали? Да, конечно, погнали. О. За вкусными кокосами и Идеальный я бы превью. тоже стартанул. Но была трудность. В южном небе нет своей полярной звезды, вокруг которой вращается весь небосвод, и еще, который указывает на юг. Этого я, кстати, Да, не в центре знал. небосвода есть звезда Сигма Октанта, но она слишком тусклая, чтобы по ней ориентироваться. Вместо нее полинезийцы смотрели на созвездие Южный Крест. Делали так, мысленно продолжали длинную сторону креста, удлиняя ее в 4,5 раза. А потом опускали оттуда вертикальный горизонт. Там и был юг. Ну а если присмотреться к самой точке на изгибе, можно найти еще один ориентир для путешествий. Когда уже европейцы в 15 веке поплыли южнее экватора, они видели все меньше северных созвездий им знакомым. И вообще для них небо казалось очень странным. Но что там было такого необычного, кроме других звезд? Вообще все. Для северян это было что-то вроде антинеба. Знакомые северные созвездия, да, там появлялись, но не часто. А если и появлялись, то были перевернуты вверх ногами. И представьте, люди не понимали, что Земля круглая. И для них это что как Земля там всё плоская. это танцует, почему? Орион из охотника превращается в гимнаста, стоящего на руках. А у месяца рога направлены в другую сторону. Если во Франции он похож на С, то в Новой Зеландии в это же время все видят Д. И это еще одно доказательство, что Земля это все-таки шар. Потому что на диске небо бы не менялось так. Что еще удивительно, на юге само небо крутится в другую сторону, по часовой вокруг небесной оси. Мало того, что это усложняло навигацию, так моряки еще чувствовали, что они теряют последнюю связь с домом, потому что знакомые созвездия уходят за горизонт. Поэтому яркое созвездие Южного Креста, с которым всегда можно было найти направление, пришлось им по душе. К тому же Да, крест под был вопросом. символом их веры, и мореплаватели видели в нем божественное. Блядь, неужели на всем небосводе именно вот они увидели только этот крест? Благословение для будущих завоеваний. А мода на завоевание была. И еще какая. Следуя за крестом, европейцы открывали много разных земель и колонизировали их. Да. И поэтому вы можете видеть эти 5 звезд с креста на флагах сразу нескольких стран. Речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Самоа и Бразилии. На каждом флаге виден тот самый крест, а у Бразилии на флаге вообще целая звездная карта. Первыми, кто зарисовал южное небо и привез его в Европу, были голландцы, которые плавали на Индонезийские острова за специями. Моряки записали 196 неизвестных на севере звезд. Из них уже после возвращения экспедиции были собраны первые южные созвездия, и родилась Просто вот эта охренеть. карта. Европейцы с ноги ворвались в южное полушарие и переделали его небо по-своему. Но вот вопрос, кому доверили называть новые созвездия? А? Кто был достоин? Кто ученые, блядь, какие-нибудь, кто еще? Когда в прошлой серии мы разглядывали небо северного полушария, Ну, и я сказал, что невозможно определить человека, который в звездах увидел скорпиона там, или медведицу. Потому что это было очень давно. Еще не было истории, не было понимания вообще, зачем заносить фамилии в как-то историю. же пошло Но южное это. небо конструировалось уже в новое время, когда всех авторов записывали. И поэтому мы точно знаем, что имена южным созвездиям дали всего 3 человека. Это Петр Планций, Ян Гевелий и Никола Луи де Локаль. Вот их портреты. Но важно не их портреты.
И не их имена, а их увлечения. Петр Планций был проповедником, любил Господа Бога и божьих тварей. Его созвездия в основном изображали экзотические существ с юга. Хамелеона, летучую рыбу, золотую рыбу, тукана, павлина, райскую птицу и, внезапно, индейца. Да, настолько он, видимо, удивил европейцев. Второй герой, мой тезка, Ян Гевелий, любил котиков и инструменты. И он был конструктором и ученым старой закалки. Даже во времена телескопа он рассматривал небо невооруженным взглядом. Просто вот так, без всего. А тех, кто делал иначе, с телескопом презирал. И поэтому он заложил свои принципы в созвездии Рыси. Чтобы разглядеть это созвездие, нужно самому иметь такое же острое зрение, как у Рыси. Такая вот пасхалочка. Когда его обсерваторию уничтожил пожар, он назвал одно из созвездий в честь сгоревшего секстанта. Он, говорит, презирал всех тех, кто пользовались телескопами. Следующее предложение. После того, как его лаборатория сгорела, он их вдруг внезапно полюбил. Внимание, вопрос. Кто поджег лабораторию, блядь? Любимого инструмента, которым пользовался по старинке, пока остальные астрономы уже вовсю пялились в телескопы. И последние недостающие кусочки пазла в южное небо вставил Никола Луи де Лакарь. Он был вилсакомом того времени и увлекался новыми гаджетами. Да, ведь на звездной карте появились печь, резец, часы, сетка, компас, циркуль, микроскоп, телескоп и даже насос. Но все эти изобретения в свое время изменили мир. Так что ничего смешного. На небе. Грех не увековечить. Так человечество запомнило оба небесных полушария, собрав созвездия с миру по нитке. В буквальном смысле, куча разных народов внесла свой вклад. Марафон по перекраиванию неба длиной в 4000 лет закончился. Но некоторые звезды не удалось нанести на карту. Говорит, похуй, я вижу насос на небе. Так и пиши. Большинство звезд вращается синхронно и сохраняет свое положение относительно друг друга. А вот эти ребята могут перемещаться в одну сторону, потом сделать мощный дрифт и поехать дальше, как ни в чем не бывало. Поэтому их и назвали планетами, что на греческом значит «странники». То есть их продолжали считать звездами, но особыми, странствующими. А что нам могут сказать их названия? Крупнейшие древние цивилизации, шумеры, греки, римляне, называли планеты по одному принципу. В честь богов, причем занимавших определенную профессию. Люди видели самую большую планету на небосводе и поэтому давали ей имя своего главного бога. У шумеров это был Мардук, у греков – Зевс, а у римлян – Юпитер. Марс имеет цвет крови, поэтому его всегда называли в честь богов войны. А Сатурн ассоциировался с богами времени и изобилия. Ведь эта планета двигалась медленнее всех. Кто богат и владеет временем, тот не спешит. Меркурий движется быстрее всех на небе. Поэтому все культуры называли его в честь богов-курьеров. И это не означает, что в древности все народы мыслили одинаково. Нет. Сходство в нейминге на самом деле объясняется гораздо проще. Просто греки украли идею названия у шумеров, а римляне украли у греков. Вот и все. Но вот что интересно. У греков было на одну планету больше. Почему? Рояля. Что за лишняя планета? Одна яркая точка появлялась в небе рано утром. Греки называли ее фосфор, что значит несущий свет. А другая, похожая на нее, как две капли воды, сияла уже на закате. Ее называли Геспер, то есть вечерняя. Их даже воспринимали близнецами. На самом деле это была одна и та же планета. Просто она перебегала с одного края неба на другой, пока ее затмевал свет от солнца. На Руси допускали ту же ошибку. Утром называли планету Блиницей, потому что с ее появлением женщины вставали печь блины, а вечером называли Заряницей или... Так, завтра все просыпаемся и говорим, так, бля, чё ты спишь? Ты видишь, блинница уже в зените. Ну-ка, бля, блины печь. Представляешь, у тебя охереть твоя, которая к плите ни разу не подходит. Волчьей звездой, потому что с ее появлением хищники выходили на охоту. Но потом, немножко понаблюдав, люди все-таки осознали, что это одна и та же планета. И при этом самая яркая из всех планет. И назвали ее в честь богини красоты – Венеры. Вот так люди и получили все 5 планет, известных с древних времен. На этом таймлэпсе они выходят одна с другой. Юпитер, Марс, Сатурн, а в конце Венера с Меркурием. И в один ряд с ними ставили Солнце и Луну. Всего 7 небесных тел, которые дерзко двигались на фоне прибитых к небу звезд. 7. Красивое число, правда?
Во многих культурах оно считается сакральным. Да и вы, наверное, сами слышали 7 – счастливое число. Но почему? Откуда все это растет? В этом виноват космос. В Вавилоне впервые придумали 7-дневную неделю, задолго до библейских историй про Бога, создавшего Землю за 6 дней и отдал. На будущее, работяги, когда в следующий раз пятидневочку отпахаете, и вас еще в субботу вызовут, вы помните, да, кому спасибо сказать? Вавилон. Вавилон, Вавилон, эй, блядь. Вот, ребята придумали. До сих пор паримся. Отдыхавшего в 7-й. Каждому дню недели здесь давали свое небесное тело и видели в этом гармонию. Этот принцип закрепился в астрологии в виде звезды магов и по сей день остается в названиях дней. Например, Saturday, магов, суббота, что? получила свое имя в честь Сатурна. Sunday, воскресенье, названо в честь Солнца, а Monday, понедельник, в честь Луны. Moon, потому что на английском. А французская Марди, Что? вторник, в честь Марса. Логика проще некуда. Понимаете, 7 небесных тел, 7 дней в неделю, 7 смертных грехов, 3 топора. Никто даже и не думал, что на небе блуждает кто-то еще. Пока в новом времени не стали смотреть Нихера, большие мощные пожилая телескопы. пушка. И в 1781 году астроном Уильям Гершель догадался, что Трубу от слива, прикинь, взял, оторвал, поставил. Говоришь, Сережа, держи, на плечо ему положил. Как, блядь, глянул в небо. Говоришь, ёпта. рядовая звезда номер 34 в созвездии Тельца 54. это на самом деле новая планета. Просто, очень медленно двигалась по небу, делая оборот вокруг Солнца за 84 года. Так и открыли Уран. Планету, а не радиоактивный элемент. Как раз радиоактивный элемент назван в честь планеты. Но почему планету назвали Ураном? Смотрите, планету Сатурн назвали в честь отца бога Юпитера. Так? Ну. Да. Значит, надо идти дальше по родословной и назвать следующую планету уже в честь отца Сатурна. Только из греческой мифологии – Урана. Но позже заметили еще одну планету, 8-ю от Солнца. И попали в тупик. Ведь старше Урана никого из богов больше не было, он родился из хаоса. Поэтому голубоватую планету решили назвать просто в честь бога морей Нептуна. Просто из-за подходящего цвета. Никаких скрытых смыслов. А еще позже это привело к забавному когнитивному искажению, кстати, да. Древние названия планет стали определять существ, которые на них живут. Так, в современной интерпретации, скажем. Писатели-фантасты аж до 20 века думали так. Если Венера названа в честь богини красоты, то и цивилизация там должна быть возвышенной и романтичной. Пришельцы с Марса, названного в честь бога войны, были воинственными, начиная и романтичной. Подожди, нахер Марс? А когда там Илон Маск говорил, блять, он на Марс, да? Надо ему намекнуть тонко, что надо разворачивать шаттлы и на Венеру. Ну его нахер, этот Марс. Пришельцы с Марса, названного в честь бога войны, были воинственными, начиная с легендарного романа «Война миров» и заканчивая, вы поняли, вот этими ребятами. А Нептун, из-за цвета, названного в честь бога морей, стали изображать водной планетой и населять его. Что это такое? Что за корнишончик? Блять, с утра встаешь, там вот такой вот Нептун. Что это такое? Двенашка надроченная. Разными амфибиями стали. Интересное когнитивное искажение, да, но далеко не единственное, когда имеешь дело с астрономией. Блять. Среди всех небесных тел Луну наши предки могли рассмотреть лучше всего. Просто потому что она ближе всех. И это привело к самому древнему случаю парадолии. Это такое явление, когда ты смотришь и видишь смутный образ, и голова у тебя сама его достраивает. Если долго смотреть на Луну с Земли, то начинаешь замечать уши, лапы, и это же кролик. Китайцы говорили, что этот кролик мешает в ведре эликсир бессмертия для лунной богини Чан-Э. А ацтеки рассказывали легенду уже о своем боге Кацалькаатле, похожем на связку фейерверков. Однажды, странствуя по земле, этот странный полупетух-полузмей остался без еды. Но ему встретился кролик и предложил себя в качестве пищи. Съесть себя, да. Кецалькоатль за это поместил зверя на Луну со словами: «Пусть ты всего лишь кролик, но все будут помнить тебя. Твой Я тебе так и скажу. Пусть ты всего лишь кролик, но все будут помнить. образ останется в лунном свете для всех людей и на все времена». Но стоило появиться телескопу, и люди тут же начинали видеть на Луне совсем другие вещи. Помните Яна Гевелия, который отказывался смотреть в телескоп, а смотрел на звезды только
своими глазами. Вот для Луны он, по всей видимости, сделал исключение. Гевелий построил самый монструозный телескоп, и еще без трубы, и нарисовал с его помощью карту лунной поверхности. Ян разглядел в темных впадинах реки, озера и целые моря. Темное равно вода. Логично. Позже впадинам Моря, стали блядь. давать соответствующие названия. Море спокойствия, океан бурь, озеро сновидений. Конечно, теперь мы знаем, что нет там никакой воды и не было никогда. Но Гевелий не на 100% ошибся. Когда Луна была еще новорожденным спутником, на месте этих впадин действительно были моря, но только из расплавленных горных пород. Сохраняя традицию, люди продолжили называть их морями и океанами даже в эпоху ракет. Когда советская станция Луна-3 первой открыла для нас обратную сторону спутника, мы добавили на карты море мечты и море Москвы. Обратная сторона Луны, да? А одновременно когда-нибудь показывали Луну? С одной стороны живут зеленые человечки. И когда показывают одну сторону Луны, перебегают на другую, чтобы мы их не спалили. Потому что на Луне давным-давно стоят космические базы пришельцев. А Земля — это их как бы экспериментальная база, которую они защищают от внеземного вторжения и разных метеоритов и всего остального. Ты скажешь, что это вранье? А почему тогда ни один метеорит не вколдыбенился еще в Землю? Мир победил. Как источник информации, мор показывается мало интересен. Он может рассказать на своем... Ну да, пошел я нахер. В Луну прилетает, везде прилетает, а в Землю нет. Кто-то скажет атмосфера. Промытые, да? А вы в курсе, каких размеров в Луну прилетают подачи? Ученые с канала РЕН ТВ, а на этом канале говорят правду и ничего, кроме правды, доказали эксперты, что уже давным-давно нашу Землю оберегают инопланетяне. Поэтому я официально заявляю, что Земля — это большая база пришельцев. В Антарктиде также есть несколько упавших огромных внеземных кораблей, которые сейчас покоятся под толщей льда и снега. Именно поэтому туда нету экспедиций. Это Ледов, и сегодня мы отправляемся в Антарктиду. Любая цивилизация, достигшая определенного развития, в то или иное время уничтожается инопланетянами. Отсюда и такое большое количество артефактов, нам непонятных, которую мы находим по всей планете. И как люди в черном, наша планета обнуляется. И все развитие начинается заново. Таким образом, были уничтожены несколько, по нашим подсчетам, цивилизаций. Например, древние шумеры, атланты и ряд других цивилизаций, высокоразвитых, которые исчезли с лица Земли. Люди должны знать правду. Какую рубашку с длинными рукавами? Какая дурка? Я вам так скажу, что человечество и люди, которые не смотрят канал РЕН-ТВ, еще не готовы к пришествию инопланетян на нашу Землю. Поэтому мы продолжим наблюдение. Поэтому все вопросы, которые вас интересуют по межпланетной жизни, можете задавать в комментарии к этому ролику. Я все знаю. Я везде был. Кстати, хотел давно сказать, но я боялся, но сегодня пришло то время. У меня был контакт 2 раза. Они похитили меня, взяли на корабль. Там Меня изнасиловали. стоят большие капсулы. Погружают в эту капсулу. Там синяя такая жидкость. И ты переносишься в другое
измерений, там, где они живут. А там у них идет межзвездная война за ресурсы с другими представителями неземных цивилизаций. И ты в своего рода аватаре сражаешься раз за разом за цивилизацию. После чего тебе обнуляют память и возвращают на Землю. Но я все запомнил. Я не злопамятный. Нет. У меня просто под рукой листик формата А4 и карандаш. У меня все осталось здесь. И нас таких миллионы по всей планете. Шизофреников. Ребята, в комментарии любой вопрос я вам отвечу. Когда вы выбираете имя для первого ребенка, вы долго ищете идеальное. Александр. Вы общаетесь со второй половинкой, с мамой, заглядываете в календарь именин. Саня. Но когда уже у вас 8-й ребенок, И и все если вас замечательные назвали имена закончились, Саша, ну что ж, пусть будет работа Леха. ваша. То же самое и со спутником. Ян. Вот это хорошее имя. Вот это имя толковое. Планет. Первые луны Юпитера, открытые Галилеем, назвали в честь возлюбленных Зевса. Ио, Каллисто, Европой и Ганимедом. А Леха Да, есть? мужчина. Но с 17 века количество открытых спутников увеличилось до 95-95. Нихера теги Понимаете? стрельнули. И что, все из них также названы в честь любовниц? Нет. У Зевса не набралось столько любовниц. Вот, хотя он был тот еще потаскун. Всех любовниц Ладно. Зевса, короче, не хватило для космического гарема. Вы понимаете, мы живем просто в борделе Зевса. Вот если уж быть на чистоту. Солнце — это шест, вокруг него просто все Зевса, и все, и мы заодно, понимаете? Одна сплошная здоровая зевская кровать. Вот. А человечество, по всей видимости, вирус у одной из любовниц. Так что сейчас для названия нового спутника Юпитера достаточно, чтобы герой был хотя бы потомком Зевса или Юпитера. Лехой называть его по-прежнему нельзя. Но кто вообще решил, как можно? Много мужчин в сюртуках, которые собрались в 20 веке и сказали: так, стоп, сейчас мы будем все запрещать и регулировать. Потому что у планет стали открывать так много спутников, что уже в голове не укладывалось. Спутники Сатурна поначалу называли в честь античных титанов. Потому что греческий аналог Сатурна сам был титаном. Но сегодня у планет насчитали уже 146 лун, и греческим богам приходится подселять иностранцев. Например, спутник Сурт назван в честь норвежского великана, а спутник Эйджирак по имени оленевого оборотня, ворующего детей в инуитском фольклоре. А когда уже и герои мифов стали иссякать, астрономы перешли просто на классическую литературу. Я пожилой метеорит Алешка. Вам пизда. Давайте, ёпта, обнуляемся. Поэтому у спутников Урана есть герои Шекспиров. Например, Офелия, Дездемона и, конечно же, Пердита. Пердита — это тоже из Шекспира, да. Вот так она выглядит. И вот что о ней пишут на астрономическом сайте. Пердита — Moon of your Anus. И вправду, похоже на пшик. Ладно, хотите еще немножко посмешу? Ну, те, кто смеются над этим. Был еще американский сериал Lost, его помним. А на испанском он назывался Пердитос. Нет, это смешно, это правда смешно. Вы, наверное, могли заметить, что качество у спутников на фото очень плохое. Потому что это всего лишь большие камни, которые с Земли очень плохо видно. Некоторые размером с город или даже пару кварталов. Кроме этих камней есть еще и астероиды, летающие вокруг Солнца, спутники этих астероидов и целые карликовые планеты с кольцами, немногим меньше Плутона, и всем вам нужны имена. Такие камни, которых еще нет на карте, может открыть каждый из вас, даже с помощью любительского телескопа. Ему дадут порядковый номер, а вам в награду дадут возможность выбрать ему имя. Собственно, какое захотите. Но нужно не меньше 16 символов. Оно должно быть не оскорбительное, не коммерческое. То есть не назовешь его именем сериала, например. Хартплейкус Алексиус. 16. Завуалировано. И что особенно важно, не должно быть имена политиков и военных, умерших меньше, чем за 100 лет до открытия астероида. Почему? Но мало ли, назовешь астероид в честь своего любимого генерала. А через 15 лет окажется, что он
совершал военные преступления? Да, и такое бывает. Неудобно получится. А, еще, нельзя называть еще именем кошек, собак, домашних животных. Да. Но есть исключение. Одно, правда. Астероид Мистер Спок был назван в честь кота одного астронома. Среди других забавных имен есть Джеймс Бонд, в номере которого есть 007, Том Хэнкс и Монти Пайтон в честь комиков, Капито, названный по имени единственной в мире гориллы альбиноса, и просто астероид Картошка. Люди стараются как могут, ведь пришлось наскрести название для 20 тысяч малых тел и еще 600 тысяч на подходе. Но что эта солянка из имен говорит о нас, современных людях? Что мы лепим имена теперь куда ни попадя и все подряд? Нет, просто название небесных тел перестало быть привилегией, но только для астрономов. И делом целых поколений. Вот, что говорит о нас ночное небо сегодня. И сейчас каждый может стать немножко Птолемеем или Галилеем. И неважно, кто ты. Китаец, узбек или русский. И даже если вам 5 лет, как этому юному астроному, он уже успел открыть 15 астероидов. Которые разъебут эту матушку-потаскушку Землю, блядь, на мелкие кусочки. И разлетимся мы к ебаной матери по всей этой вселенной, всей этой обоссанной солнечной системе. Никто про нас не вспомнит и не узнает, потому что этих планет, блядь, как говна забани. А что мешает вам? Мелкий Ведь пиздец. астероидов крупнее километра насчитывается просто до хрена. А кстати, сколько? Сколько астероидов крупнее километра в поясе астероидов между Марсом и Юпитером? И это не просто тест на знание. Это вопрос из нашей настольной игры Fact Food. Это викторина в фантастическом сеттинге. Каждый игрок здесь владеет космическим рестораном. Его гости — инопланетяне, которые едят не салаты и стейки, а пожирают факты. И кормить их надо ответами на Прикольно, вопросы. кстати, Чьи идея. ответы будут ближе всего к правильным, тот и станет самым легендарным ресторатором в галактике. Итак, Катя написала, что астероидов 500. Вадим решил, что их 17. Вадим. А Миша написал 100 тысяч. Ну а правильный ответ — 1 900 000. Миша был ближе всех и готов покормить гостей, собрать с них монеты и докупить столы в ресторане. Соберет таких 10, и победа у него в кармане. Прикольно. Я бы Но такой настолку пусть не взял, спешит, кстати. ведь Катя кидает против него коктейль Blue Water, и все гости Миши вновь становятся голодными. У Вадима еще много таких карт событий, чтобы притормозить умников. Главное, не забывать строить свой собственный ресторан, Вадим. Всего в игре 500 сочнейших вопросов на разные темы, не только про космос. Я бы взял Они такую игру. точно помогут вам лучше понять этот мир. Игра уже вышла, и первые 1000 коробок отправились к своим покупателям. Ну, а те, кто не успел, тот не опоздал. Да, игру можно заказать прямо сейчас по ссылке в описании, и она уже совсем скоро будет у вас дома. это Долго дед надо. ждать не придется. А если не готовы Я, может, тратить кстати, всю сумму закажу сразу, себе. можете оплатить долями. То есть 4 частями, раз в 2 недели. И без переплаты. Ну и, наконец, 20 коробок Fact Food мы разыграем в нашем телеграм-канале. Все, что нужно, быть подписанным на наш телеграм-канал, да? Там много интересного контента каждый день. Можно прокачивать мозги между выпусками. А мы вернемся к космической истории. «88». Чего? Именно столько созвездий различают на небе современные астрономы. Они делят весь небосвод на вот такой пазл, где каждая деталька — это созвездие. Да, сейчас созвездиями называют незнакомые образы в виде животных, а целые лоскуты небосвода, на которых эти животные расположены. Такое разделение очень удобно, ведь можно дать точный адрес любой новой звезде, которую мы открываем. Ну, так проще общаться с астрономом. Они говорят: о, открыли новую планету? А где? А вот в созвездии Большой Медведицы. Понятно, что на этом участке. Но звезды находятся так далеко, что эта карта будет актуальна хоть на Марсе, хоть для людей на Плутоне. Неважно. И даже может спасти вам жизнь. Вот реальная навигационная карта по звездам из Аполлона-11, а это автограф База Олдрина. Экипажи Аполлонов могли использовать навигацию по звездам как резервный вариант на случай, если бы прервалась связь с Землей. Астронавты выбрали для навигации те же звезды, что и полинезийские мореплаватели 3000 лет назад, и тот же секстант, который поместил на небо Ян Гевелий. Неважно, что там у тебя, хлипкая лодка или космический корабль, старый добрый Сириус выручит всегда.
А вот, что нас по-настоящему удивило. Мы всегда думаем о созвездиях как о светящихся точках. Но это не всегда так. Представляем вашему вниманию радиоактивные созвездия. Вселенная пронизана мощными потоками гамма-лучей от мертвых звезд, сверхмассивных черных дыр, пульсаров и сверхновых. Из них уже сложили новые экзотические созвездия, связанные с радиацией. И с их названиями отыгрались по полной. Годзилла, Кот Шрёдингера, Халк, корабль Enterprise из Стартрека, Эйнштейн. Но самое элегантное созвездие, я считаю, это Паук Черная Вдова. В нем отражен тот факт, что пульсары иногда убивают соседнюю звезду, как паучиха своего самца. Пока что эти созвездия, не влияют на наше выживание. Разве не у Богомола? Но когда мы пересечем границы Солнечной системы, источники этих гамма-лучей станут нашими маяками. Аппараты Voyager уже несли на себе примитивную карту 14 пульсаров, чтобы показать пришельцам местоположение Земли. А корабли будущего Дебилы будут вообще, сами что? ориентироваться по целым созвездиям из пульсаров, каждый из которых мерцает со своей уникальной Богомола частотой тоже, да, в Настюх? невидимом для наших глаз диапазоне. Именно они станут для нас тоже. самыми важными созвездиями, новым Южным Крестом и новой Медведицей, которые помогут нам не потеряться на просторах Вселенной. Воу! Друзья, это был долгий путь. Я начинал с вавилонских жрецов, которые жили 4000 лет назад, и закончил Халком и радиоактивными созвездиями с космическими кораблями. Но на самом деле я хотел бы донести до вас одну простую мысль. Звездное небо — это нить, которая соединяет вас с абсолютно каждым человеком, жившим на планете Земля. Здания рушились, книги рассыпались в прах, языки, на которых люди переставали говорить, умирали. А звезды и картинка на небе осталась почти неизменной. Интересно, но он прав. И люди из разных стран, которые изучают эти звезды, несмотря на все безумство в мире, до сих пор уважают друг друга, разговаривают друг с другом и делятся новыми открытиями. Ведь они понимают, что вечно и что на самом деле имеет значение. Спасибо, что прошли этот долгий путь с нами. Внизу Телеграм и остальные соцсети, будем рады вас там видеть. Мы там каждый день, здесь не каждый день. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Там, кстати, дополнительная информация. Хороший, да, выпуск? Блин, мне понравился. Вот это вот. Before you go home, can you feel the fire, baby? Слушайте, ну, блядь, очень крутой выпуск. Правда, всей команде Топлиса огромный респект. Буду ждать и, надеюсь, еще что-нибудь расскажет, потому что особенно вот в конце там. Так что лайк, подписка, колокол, ссылочка в описании. Удачи.